проходить Зельду. Я думаю, что это уже будет финальный стрим. Сегодня 26 июня. И самое время надрать Ганону жопу. Потому что, в принципе, что у нас? Все чудовища направлены на эту башню. Основное задание убить Ганона. Вот туда и пойдем. Святилища, по-моему, все открыты, кроме двух. Где-то 2 штуки я пропустил. По-моему, их всего 120. Вот, ладно. Пойдем на эту башню. Поехали. Перемещение. Поближе надо будет портануться, чтобы хотя бы далеко не бежать. Вот интересно, получится ли у меня сегодня завалить его, или все-таки будем продолжать еще на следующем стриме. По идее, только достаточно забраться в башню и убить босса. Причем на этого босса можно идти вполне в самом начале игры. Разработчики этого не запрещают. Кстати, какую забавную штуку. Я себе приобрел геймпад, который позволяет целиться гироскопом. Чик-чик-чик. Ладно. Интересная штука. Так. Надо как-то найти вход. Я не знаю. Можно попробовать прямо по центру зайти. Эх, толбанули. Так, я спрятался. Прям экшен-экшен. Все, они меня не видят. Ну вон центральный вход, походу. Сейчас туда и двинем. Не попал. Кстати, здесь могут быть вполне... здесь могут быть вполне какие-нибудь полезные сундучки. Может, наверное, сюда подойти? Давай посмотрим, что за фонтан. Центральная площадь. Ну, это замок у нас по центру карты, так что неудивительно, что это у нас центральная площадь. Так, я туда не пойду, потому что этот каракатица сразу же триггернется. Попробуем подойти прямо к центральным воротам в Нагбу. Из-за геймпада управление изменилось, так что могу кнопки путать. Но теперь я все расставил правильно. Здорово, Арисак. Как ваше ничего? Так, ну если доставка пошла, значит приперся я правильно. Это Ганон прилетел, да? Возможно. Замок Хайрул. И все. Залезаем туда по стеночке. Да, можно лезть по стенке. Все нормально. Ну только дождь не в тему пошел. Ага. И у нас тут открылась карта. Возможными проходами. Ёпа мать. Не, ну правда, по-моему, можно в наглую пройти, а можно через пещеры как-то. Ну давай попробуем вот так вот и забраться. Вот это, скорее всего, сквозная штука. Я попробую. Вон туда прям.
Музяка какая величественная. Кстати, никто не запрещает вполне и по этому, по водопаду забраться. Вполне. Мы же не ищем легких путей, да? Давай уже пройдем весь путь. Угу. Ну, неудивительно, что это бабки. Так, давай взрывать тут все. Чем-то музыку на кастрюльвание похоже. Прям уж очень похоже. Ну, пока я добираюсь до этого замка, сейчас все механики будут задействованы. Ай! Плохо дело. Ё-моё. Кнопочку-то я путаю. Suffering 2. Блин, я как-то давно еще, очень давно играл в эту игру. Еще на первом своем компьютере. Так, они замораживают, но я с ними сделать ничего не могу. Я в первую часть играл. Пока не знаю, вроде не планировал. Да, блядь, его задолбали. Может как-то замочить, ну, по-другому, по-хитрому. Меч их не берет, кстати сказать. Ладно, давай на вагонетке тогда двигаться. Вот, блядь. Все, птичка не успела за мной. Угу. Мы вот так вот и перемещаемся, да? А эти триггернутся? По инерции, походу по инерции съезжает у нас вагонетка. Ай, вагонетка, стой! Стой, вагонетка! Ах, вы уроды, а! Вагонетка по инерции съехала. Ну как? Подожди, может она металлическая? Ну. Оп. Я ее вообще с рельс скинул. Отлично. Короче, идите вы в жопу со своими вагонетками, я так пойду. Конечно, механика забавная, но я думал, они хоть как-то пришпандорены к рельсам, а тут все. Печально. Так, вот эти товарищи нам тоже не нужны, сопутствующие. Все, он улетел. Он улетел, но обещал вернуться. А потом куда? А, все, выше поднимаемся. Кстати, тут тоже запросто могут быть какие-то секреты. Только я, наверное, в это озеро не пойду. Тут у нас загадка Корока. Тут надо что-то такое положить. Вареное яйцо. Ага, температурка-то у нас. В сумке нет места для еды. Если бы у меня были яйца, я бы мог их кинуть в этот вот сюда положить и появился бы корок. А я не знаю, давай посмотрим, вдруг у меня яичко-то завалялось. Походу нет. Я сумки полностью жратвой забил. В принципе, корок один, да, у меня яиц нет. Один корок мне этот ни к чему. Ладно, дальше пошли. Я думаю, что мне всего вполне хватает, чтобы пройти финального босса. Главное добраться до него. Ну и там наверняка где-нибудь сохранениться будет, что-то в этом роде. А возможно, я уже могу сохраниться. Башня же у нас нет такого. Скорее всего, она будет несложная.
Наверное, некоторые испытания сложнее были, чем эта башня. Наверное. Я не знаю, пока посмотрим. Так. Ну, по механикам тут точно не должно быть ничего нового, чему меня еще не учили. Так, слушай, а куда идти? Ага, можно наверх и зайти вот в эту вот штучку. Направо, точнее. Давай сходим, посмотрим, что там за такое помещение круглое. Это овальная дичь. Ага. Темница. Вряд ли я решетки взрывом снесу. А мне как-то это все, знаешь, Марио отдает. Ну, стрелы возьмем обязательно. Стрелы на финального босса пригодятся. Вот здесь можно взрывом снести. Ай, и себя заодно. Это мы делаем. Так. Стой. Где я нахожусь? Причем в эту темницу можно попасть через верх только. Так, эта штука не металлическая. Ну давай я попробую, блин, меня стреляет. Нет. Это никак не ломается. Ну, давай хотя бы в глаз долбанем, что ли. Оп. Я не знаю, может быть потом это поможет. А, вот в чем дело. Град ударов. Второй раз, кстати, за игру я делаю этот трюк. А развлекаться что? И все, и меч сломан. Ну, они, по идее, если я ломаю здесь меч, то они должны мне дать другой. Кстати, я, наверное, очень зря расходую вот такие вот синие мечи, они по-любому пригодятся. Мечи, секиры, неважно. Они типа хорошо защищают. Хорошо защищают против драконья дубина. Они хорошо защищают эти мечи против существ, которые у нас боссы, ганоны, вот эти всякие. Жезл Мороза. Но он слабенький. Он не нужен. Да, он стреляет на расстоянии, но он быстро сломается, будет занимать только место, по сути. А вот лук мы тот берем. Лук хорошая штука. Мне надо выстрелом потом будет максимально наносить урон. Нужно. Здорово, мужик. Ну, идти мы будем до них далеко. Прям, я думаю, все 3 часа будем туда добираться. Копье нет. Копье не надо. Ой. Я поджег их. Нил геймпада немножко, короче, сейчас путаюсь в управлении. Опять. Так, иди сюда. Щит. А какой у меня тогда щит? Ага, ну вот это мы как раз и выкинем. А тот возьмем. Заваранка, ну это все не надо вообще. Уже поздно всякий лук по сути собирать. Уже надо просто пройти это подземелье. И все.
Так, а где-то тут тогда должен быть глаз, который питает вот этот проход у нас. Да? Не туда, не тем замахнулся ты, дружище. Угу. Вон он, глаз этот. И как долбанем, готов. А это выход на улицу, да? Если где-то здесь хорошенько побродить, то можно найти и какое-нибудь святилище. Но, по идее, святилище мне уже тоже не поможет, по идее. Ну, будет у меня на одно сердце больше, но смысл вот этого какой. Так, эта штука, я думаю, металлическая. Да. Захват. Захват от ключка. Грибы я еще не жарил таким образом. А, ну все, это как еда считается. Давай мы тогда как раз эти грибы и сейчас и сожрем. Че добру пропадать, правильно? Вот это можно съесть. Все равно это продуктом считается и забивать мне инвентарь. Если что, потом портануть просто. Так, где грибы-то? Ага. Грибы, значит, по идее, должны быть где-то тут. Я только что грибы подобрал, вы чё? Да. Они должны быть продуктов. Почему-то нет. Давай. Появились. Но последний гриб сгорел до конца. Ладно. Ничего не жаль. Перекусил немного и ладно. Угу. Я почему-то вообще на улице вышел. А почему я сюда вышел? Ощущение, что... Не, ну мне по прямой надо будет дойти. Я как будто как по кругу хожу. Нет, давай выше забираться. Прям вот на уровень выше, а то и больше. Что-то криминально важного я, наверное, вряд ли пропущу. Угу. Ну смотри-ка, хочешь прям по этим иди. Хочешь по стенкам ползи. Вариантов, по-моему, много дает. Можно просто в наглую по отвесной стене забраться, если тебе стамина позволяет, и оказаться в самом центре. Ну, может быть, с какими-то нюансами тебе это не дадут сделать, не знаю. Давай потихоньку так забираться, я по-моему, нить потерял. Или сократил. Да, я же сократил только что. Угу. В некоторых местах явно будет не пройти, тебе будет скверно мешать. Если это так называется. Так, и получается, я уже вот таким образом добрался довольно-таки далеко. Давай еще выше заберемся. Вот насколько тут совесть позволит. Блин, не видно ничего. Темень какая.
Мы этого дружочка, наверное, пробежим, да? Че он-то? У него 1500 здоровья. Я сейчас в него только мечи поломаю кучу. Где-то тут я видел святилищик. Да, это тихо. Это очень давно. Ладно, пойдем по дороге. По идее, оно там как серпантина, вот эта вот вся дорога к этому Ганону закручена. Типа, хочешь иди, хочешь не иди. Угу. Если ты бежишь по подземельям, то здесь ты должен подниматься. Угу. Немного запутано, поэтому не совсем понятно точно, что они от тебя хотят. Потому что иногда карта прерывается. Вроде как сквозное помещение, а вроде как и нет. Ладно, идем просто по мостовой, вперед, из песни. До центра, кстати, еще далековато. Я где-то только на середине. Дорога отмечается зеленым. Так, давай тут занычимся. Тогда нет. Одна рука моим услугам. Хорошо. А вот так он ударит? Ага, защиту снял. Главное вовремя прожимайтесь, и нормально будет. Сильно урона не получишь, но в принципе у меня доспехи настолько прокачаны, что как бы мне урон-то особо и не прилетает. Так. Тут развилка, получается, соединяется. То есть ты вроде как только что находишься наверху, а потом раз, и вот ты уже вниз бежишь. Дай-ка угадай, откуда это. 8 уровень Марио. Там, где ты бежал по лабиринту. Последний, ну, Супер Марио Брос 2, короче говоря. Супер Марио Брос 2, там, где в конце ты последний уровень проходил, бежа по, ну, когда ты бежишь по лабиринту. Так. Сколько тут продукт питания? Это неспроста. Сколько жрачки давать? Давай рассмотрим, что мы будем подбирать, кроме мяса. Я не знаю, нужно ли вам тоже. Здесь нельзя ставить метки. Если бы я не проходил всех вот этих вот 4 чудищ, ну, как бы боссов, эту башню тоже можно и без них пройти, но они просто тебе плюшки дают некоторые. Все, ты еще живой. Забава в том, что я, правда, очень много могу оружия наломать, пока добираюсь до финального босса. Я вот вообще без понятия, плавник Мордор, давай возьми. Я без понятия просто, чем его удобней будет убивать. Может быть, всем даже. Ну, в смысле, лук и меч нужен будет. Я пока не знаю. Так, давай, и побежали. Чё мы? Блин. Страшно? Они за мной не пройдут. Туповато, потому что. Так. Ну, это странно, но походу придется ползти все-таки по стенке, потому что я уже запутался, где я был.
Странно сделано. Я бы понял, если какие-то там эти серпантины, все как бы, а тут какие-то эти лабиринты, катакомбы. Вот тут можно проход себе забацать. Да. Для особо одаренных его сделали. Ржавая алебарда. Что это такое? Гвардейский меч. В сумке нет места. Давай посмотрим, что можно выкинуть. Что-то бесполезное нужно. Мне все надо. Я ничего выкидывать не буду. Гвардейский меч пусть полежит. Гвардейский мундир. Часть униформы Королевской гвардии Хайрула. Легкий, практичный, стильный мундир. Сейчас такие уже не делают. Берегите его. Ну-ка, давай примерим. Да, жесть какая. Ну, он особо не защищает. Вот это как бы защищает лучше. Я потому что его вкачал. Так, по-моему, вот здесь где-то был, да, проход. Опять же, в темени в этой. Хрен что разберешь. Кто такой? Ржавый клеймор. Они будут сейчас потихоньку тебе оружие какое-нибудь подкидывать, такое среднячковое. Я вот ничего не вижу. Плохо, что факела нет. Вообще куда-то упал. Тут очень много, походу, по этим катакомбам можно бегать. Королевский клеймор. Вот я лук, пожалуй, возьму, гвардейский. Вот он хороший. У него урон аж на полтинник. Алебарда нет. Королевский лук еще один. Гвардейский щит. Слушай, тут такое как-то шмотки так наваливают, что прямо я уже аж готов драться с этим ганоном, прямо вот с этими шмотками. Так мы тогда вот это выбрасываем. Берем гвардейский щит. Мать его. Да и все. Вот только вопрос на мульон. На 10 тысяч миллионов долларов. Куда идти? Вот ты как-то из одних коридоров выбираешься в другие. Из одной комнаты ты попадаешь в другую. Это понятно. Но где-то самая нужная комната. Вот, по-моему. Я не очень уверен, но давай просто пойдем прямо. Скорее всего, подходов к этому боссу будет несколько. Ах ты падла. У него еще и стрелы взрывные. А у меня пушка двуручная. О, меч пламени. Ну, лук, да пойдет. Пойдет. Сейчас любой лук будет полезен. Потому что есть взрывные стрелы. Стальной лук. Давай мы выкинем лук, который на 26. Он явно хуже. А вот стальной прям тема. Вот с этой комнаты должен быть подъем. А вот это что за меч такой? Большой меч Мороза. Мы меняем
сломанное вот это оружие, спасибо ему, мы меняем на меч Мороза. Потому что у нас станет противника. Да и этот скоро у нас сломается. Библиотека. Ну серьезно, они прям вот какой-то финальчик, прям как сделали с Castlevania. Чем тебе не костла, да? Иди сюда. Он отходит еще. Вот тем и плюс этого меча. Обойдем. Я вот не знаю, вверх мне или... Ну, наверное, вверх. Если прям основная точка там горит, значит вверх и пойдем. Оплот Дарука твоим услугам. Давай добьем его. Слушай, а вот там вот что такое за помещение? Его прям закрыли хорошо. Я глаза не вижу. Если шмальнуть в глаз, то наша там дверь откроется. Где может быть что-то полезное. А может быть и с другой стороны, кстати. Если глаз я сейчас вот прямо отсюда увижу, я подбегу туда. Вот не зря это помещение закрыли. Прям вообще неспроста. Бля, где же глаз? Глаз вполне может быть даже вообще на улице. Зная Зельду, Nintendo и прочих этих ребят, глаз может вообще быть где угодно, даже на крыше. Чемодан. Ну давай. Денег немного. Ну вот это вот сейчас все уже в принципе меня не интересует особо. Я уже и без этого всего могу обойтись. Хороший меч и лупит грамотно. Так. Давай, да, вот это вот мы выкидываем. Выбрасываем этот, чтобы взять вот этот. Может, за какой-то секреткой глаз этот находится. Повнимательнее по стенкам пройтись. Меня же заинтересовала эта дверь что-то. Я пока что-то ничего не вижу. Ни одного глаза. Выше может подняться. Блин, с Кёном бы залезть тоже не хотелось бы. Ну-ка давай по выходу из комнаты прям посмотрим. Вдруг сквозная.
Нет. Я же говорю, этот глаз может быть просто где угодно. В том числе и на крыше. Ой, ладно. Ой, все, ой, все. Че, у меня оружие, что ли? Нет? Давай, 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 давай. Бегу. Угу. Ну-ка, давай поползли по стене. Ай-яй-яй, а вот и глаз. Но это не тот, скорее всего, который я искал. Ну да, убедимся, а вдруг он и там тоже питает? Нет. Это не тот. Вообще без понятия, где тот искать. Дальний. Ну ладно, дальше пошли просто и все. Сейчас можно 10 тысяч лет тут забираться на эту башню. Но, судя по карте, я почти на самой верхней точке, где можно начинать забираться. Ладно, вот сейчас посмотрим. Вот плохо, что дождь идет. Блин, знакомое помещение. Такое ощущение, что я тут был. А, ну да, я же тут и был. Кругами путают. Заставляют кругами ходить прям. Что делать-то? Прямо отсюда можно забраться. Правда, мне, наверное, страж этот не даст сделать. Он меня особо не видит, давай прямо отсюда и полезем. Че, я зря стамину качал. Если вдруг Линк свалится, то как вариант можно будет шмоток понадеть нужных. Я думаю, доползет. Вот это плохо. Давай, 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 дождь мешает. Да, дождь мешает, но... Реально, ну чуть-чуть. Так. Поступаем иначе. Из-за дождя мне не дают залезть туда. Попробуем так. Кстати, в скором времени погода должна наладиться. Но я ждать не буду. Я попробую так. Да, и тут, ну тут в конце стенки сырые. Тут в конце сырые стенки. Ах ты, падла драная. Хорошо. Будем питаться. Я думаю, все-таки перед Ганоном будет сохранение, и я
Портанусь в один институт, чтобы закупиться стрелами. Я это забыл сделать. Сейчас у меня все 3 стрелы, так могу потратить. Хотя... Все равно, пока дождь идет, надо чем-то заняться. Слушай, неплохой лук, прям хорошо сносит. Ой, влезай. Целиться с гироскопа сейчас прям вообще одно удовольствие просто. Ну, непривычно. Никогда этим не пользовался. Все. Он так-то немножко подох. Сколько с него запчастей понавалилось. Ну ладно, собираем. Че, лишнее что ли? Чтобы не лезть, по-моему, можно, да? Еще куда-то. Нет, они путают, специально путают. Потому что если ты бежишь по этой дороге, ты обратно возвращаешься через вот это вот все. Хотя... Тут развилка, которая ведет прям в центр, куда мне надо. Короче, я по дороге пошел. План меняется. Прям строго по дороге, не шастая нигде по этим... по горам. Берем самые такие мощные пушки, ой, эти какого. Мощные доспехи. Да, нормально. Ну то... Блять, а вот это косяк, ну. Вот реально. Какого хера? Ползешь, значит. Какой-то ссаный страж в тебя стреляет, у тебя влетает полздоровья и все. Давай заново. Так, я вроде там, да, там же, да, оказался? Да, нормально. Сейчас, короче, идем прямо до широкой дороги. Я, по-моему, там же запутался в том, что я, по-моему, свернул и все. Надо было чесать на развилку. А я зашел в какие-то двери, ворота, там что-то такое. И получается, из-за этого вернулся назад. Да, вот этот я помню. Выступ. Можно одеть шмотки и прямо на него забраться. Это башка, по-моему, падала, да? Да, вот там. Она специально падает, чтобы ты как-то запрыгнул туда или что-то в этом роде. Если там еще на развилке будет проход, кстати сказать. Можно, в принципе, надев костюм, прям по водопаду аркануть. Это тоже не запрещается. Прям по водопаду забраться вверх. Только падать надо будет чуть-чуть пониже. Давай так, просто вот по прямой пойдем как есть. Стоять. Я не знаю, может быть это надо делать. Уничтожать все глаза. А может быть и так достаточно. И так сойдет. Так, все. Я по идее на верном пути.
башенки там вот эти вот все. О, турели стоят. Ща как я отхвачу. Я успел. Давай, 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 давай. Я успел. Второй бастион. Короче, оборона у него... Ой, бля. Оборона у него никакая, но меня закрыли с кентавром. Плохо дело. Я никогда с ними не дрался. Сейчас я на него все, по-моему, все продукты и потрачу. Как бы не вопрос, его можно убить, что такое. Где он? Бля, лютый шкет, конечно. Я защищу тебя. Спасибо. Он вообще встать не дает. Ты, сука, драная. Не, нахрен я на стенку полез. Вы как хотите, но он что-то вообще жесткий. Он там еще огнем шмаляет. Использовав стрелы, можно его замочить. Вот прямо отсюда. Рыцарский лук выпал. Ну да, не зря он молниями бьет тебя. Чтоб ты еще и все потерял. Ах ты падла драная. Блин, это ты серьезно? Пиздец, вообще он бешеный. Ну вот я поэтому с ними не бился никогда. Кто меня убил, я не понимаю. Куда-то садят, просто херачат сверху вообще. Я думал, что я с бастиона начну. Угу. Только мы туда не заходим. Пошли они нахрен со своим бастионом. Как говорится, думай бест. Никого не триггерим. Ползем спокойненько. Вот там глаз. Кто все-таки шмалял по мне-то, я не понимаю. Они не открываются почему-то глаза. Может, надо что-то взять? Условия задачи тут не ясны. Взрывная стрела, 5 штучек. Ну, хоть что-то. Тихо, тихо, тихо. Ты что тут без резких движений тут надо. Блять, тебя просто все убивает. Да. Второй бастион. И пройдя на правую дорогу, вот тут мы должны оказаться. Он не успел вовремя раскрыть планер, и поэтому я упал в воду. Ладно, ничего страшного. Но в целом, мне кажется, что-то как-то это жестко все. Тут очень много народу, который очень быстро тебя убивает. Кстати, феи-то у меня остались. Ну да, остались. Повезло. Игра, короче говоря, решила у меня их не забирать. Хотя могли вполне бы. Вот как с ними со всеми биться?
Так, я спрятался. По цели, блин. Прячешься от одного, чтобы у тебя другой увидел. По-честному они не дают пройти, вот серьезно. Ну, в смысле, вот прям не используя гор никаких. Тебя лупит тут все просто. На каждом шагу враги. Не вынуждает просто взять, и чтобы ты, ну, допустим, по водопаду забрался за 3 секунды, не исследуя ничего. Ну, вот, пожалуйста. И вставать не дают. Ну, я дошел. Так. Вы сожрем чё. Так, ну этот ровно как не надо меня отхили. Цитадель. У меня два вопроса. Будут ли тут рефайты со всеми боссами, которые были? Линк, Линк. Линк, прости меня. Нет сил, он вырывается. Ганон, Ща мы ему напинаем. Не похоже на рефайт. Пока не похоже, по крайней мере. Скорее всего, будем проходить вот как только вот босс и все. Один. Мне не дали стрел купить. Но если ты портуешься, чтобы докупить стрел, иди заново. Ладно, будем убивать так. Я думаю, нормально. Это Ганон. Бедствие Ганон. Губитель замка Хайроу. Давай посмотрим, из чего он состоит. Тададан, тададан. Не ради тебя делаю. А, сейчас мои кореша. Старый должок. Сейчас мои 4 кореша, которых я помогал им, проходил этих боссов. все, что я могу. Они сейчас четвером активируются. Бейся до конца. Они должны, по идее, выстрелить. А что должно произойти? Они защиту какую-то снимут. Ну скушай вот это! Наше время пришло. Принцесса, потерпи еще чуть-чуть. Так эпично показывают, как будто они сейчас вообще его убьют с одного удара. И чё? Половина. Да, они половину ему сняли. Вот дают. Злющий какой. Слушай, ну не очень-то много у него жира. Ну, стандартный босс, короче говоря.
Ну, конечно, друзьявки, которым я помогал, они мне тоже хорошенько помогли. Стой. Вот так. Да, хочешь стрелами, хочешь еще чем. Рыцарский лук сломан. Какой у нас посильнее будет? Да, этот на полтосик, да? Шибанем его. Херня. Он несложный, кстати. А стрелы хочу попробовать, вот эти вот крутые. И чё? Защита какая-то. Так, минус стрела почему? Что изменилось? Почему-то стрелы на него мои не действуют. Ладно, еды полно. Всё. Давай, взрывные. Пробуем целиться от туда куда-то. Блин, я забыл, что с этими... Я забыл, что надо делать с этими шарами. Стой. Босс, который эти шары затягивал в себя воздух. Добре. На. Ну-ка, для чего? У нас поток воздуха сейчас бежал. Нет, слушай. Что-то пока идеи нету, как его лупить. Нормально же начиналось, что ты, мужик? Начинаешь. Да, ты к нему, он выбирается уж. Как-то надо делать его уязвимым. Но пока, кроме как взрывов, точнее с пушек, он меня никак не убивает еще. Он меня стреляет, а ударить не дает. Может, это защита какая-то? Ну вот я прям бью ему в защиту. О, наконец-то. Я не знаю, что-то произошло. У него защита снялась. Лучше вот таким. Как? Опять защита у него. Может, надо урона определенное количество влить ему? И лук сломан.
Блин, а что ж тогда такого произошло, что он у него сняло эту защиту? Чтобы они объясняли, конечно, как этого лупить. Может, по синим надо штучкам попасть? Вот единственное, какие цели я вижу. Бля, и оружие же тупится и ломается, пока ты его вычисляешь, куда бить. Ну вот и все. Я у Буратино. Лук сломан. Он не затягивает воздух. Он не затягивает воздух, прежде чем шар этот шмальнуть в тебя. Слушай, ну давай попробуем. Я не знаю. Обход Харука, дай ему слуха. Да хорошо. Блять, дай нацелиться. Попробую прямо в синий его запчасти валить. Быстро. Я не знаю, я попал хотя бы в него хоть чуть-чуть. Хоть что-то я ему сделал. Что за дичь, я не понимаю. Просто они ему делают какую-то бесконечную броню. Для чего? И непонятно, куда же его херачить-то. С другими боссами как-то все было понятно. А тут ты его просто куда-то бьешь и все. Но он не проходит. Вот вообще никак. Ты ему урона не наносишь вообще. Может как-то застанить эту падлу надо, я не знаю. Давай. Ну и что это? Как наносить ему урон? Нахуй мне эти загадочки в конце игры. Но у нас был босс, который у нас также шары пускал, огненные. Он, прежде чем шар запустить, он втягивал в себя воздух. Потом ты кидаешь бомбу, она взрывается. Он был под куполом. Купол этот разрушается. Сейчас этот чувак, он почему-то сам весь этот купол. Как быть-то, я не понимаю. У него
него светятся некоторые лапы. Вот эти вот оружия его светятся. Это дебилизм вообще. Как защиту тут идиотскую пробить, я не понимаю. Я уже почти все сожрал, кстати. А урона я ему так не наношу. Может, в куполе есть какая-то, я не знаю. Нет. Само поле боя никак нельзя задействовать. Единственный раз, когда я ему снес защиту, это когда он был на земле, и я использовал щит. Я защищу тебя. Угу. Куда ты денешься? Вот так. Вот. И теперь ты ему сшибаешь. Нет, ты ему не сшибаешь. Причем у него снялась защита, и все. Тут же она появилась. Да. У него все детали бронированные. Вот просто на секунду ты можешь ему нанести урон небольшой, и все. И он поперся наверх. Ну давай только так его убивать. Я не знаю больше, у меня других идей просто нет. Подбегать, наносить по одному, по два удара, юзать защиту, и то, когда он упадет. И это тоже сработало. Ладно, окей. Что там у нас еще? Вот на 60. Он опять по защите. Надо ждать, пока у меня отрегенится эта способность. Другими вариантами я просто себе порчу оружие. Ладно, мужик как скажет про Дарука, так и хорошо. Кстати, есть стрелы. Вот не то, вот одна такая стрела у меня есть, но она бесполезная. Короче, ближайшее, что я могу сделать, это ждать отката способности. И все. Больше мне никак его защиту не пробить. Ну да, пока ты мечом машешь, вызывая какую-то способность, тебя добивают. Дальше поехали. Да, еды немного. Но ему осталось-то чуть-чуть. Сукин сын. Где способность, я не пойму. Вон она только начала перезагружаться. Ну, вроде быстро растет. Не, ни хрена не быстро.
Ну, это последняя будет перезарядка, я думаю, мне хватит времени, чтобы его завалить. Больше ждать не придется. Долго думал. Долго думал, как его уже все-таки убить. Оказывается, походу, только так. Не знаю, может, есть куча других вариантов, но я их не вижу. Да, и за стаминкой это лучше последить, конечно. Давай, ледяные грибы сожрем. Вот это вот сожрем. Вот это сожрем. Будем есть все, что полезно. На зуб. Эликсир фей. Мы пока не будем расходовать. А это сожрем. Надо просто дождаться отката способности. Поздно я об этом заметил. Так, ну половинку надо ждать еще. Самое опасное, это, по-моему, вот этот шарик был. Если стамины хватает, эта штука тебя не догонит. Вот так, чуть-чуть. Догоняет все-таки. Вообще, это, наверное, самое мощное, что он, да, у него есть. Бля, как долго перезаряжается эта ящерка. Блин, а как-то же можно ее без этой ящерицы мочить, ну правильно же. Игра же не подразумевает тебя, что ты будешь прям всех боссов проходить. Как тогда быть, я не понял. Как убивать его? Давай пожарим. Ну, давай пожарим. Так, это жирновато будет. Давай вот так. Пойдете. Появляется какой-то круг, когда он падает. Но ты же ничего не можешь сделать, кроме этого. Пока вот, правда, один единственный вариант, как можно ему защиту снести, это просто вот... Просто использовать эту способность. Я его пройду, потом гляну все-таки, как же правильно его убивать. Мне аж интересно. Наконец-то. Давай, Дарука. Так, и вот что-нибудь попроще, да? Вот это вот едим. Все, пойдем воевать.
Им огрызка. Там осталось-то ему вот серьезно. Если у него, кстати, еще не будет какой-нибудь другой фазы, то будет весело вообще. По-моему, будет. Мне кажется, будет. Давай, слезай уже. Может, ближе надо к нему? О. Ты можешь использовать милость мира. Ну-ка, давай. Оп. Удар. Раз, два, три. Бом. Все. Наконец-то. Мне кажется, это еще не все. Будет продолжение. Банкет. Игра на 200 часов, и у тебя у босса сносит пол здоровья. Не знаю. Будет еще, мне кажется, фаза какая-нибудь. Ебейшая, лютейшая просто. Или нет? Что-то с него все хлещет. Кровь тут со всех сторон. Да, слушай, разорвало его. Хана. И он испарился. Я думал, будет рефайтед. Возможно, если ты сразу же лупишь, ну, идешь на Ганона, не проходишь боссов, то все боссы появляются тут. И тогда все способности ты уже в конце получаешь. Возможно. Хочешь по прохождению всей игры это делать? Хочешь, можешь вот так. Ганон. Вторая фаза. Древнее зло. Воплощение злобы и ненависти. Да, вторая фаза. Он всегда возвращается. Еды-то нету, возвращается он. Я почти все съел. Уничтожить все живое. Ага. Если его не остановить, нашему миру придет конец. Да не придет, не ссы. Чудище тьмы, Ганон. Сейчас еще надо с ним разбираться, как убивать. Лук света, перед которым бессильна тьма. Используй его. Не знаю, обрел ли ты свою прежнюю силу? Да нормально. Я качался всю игру. Удалось ли тебе все вспомнить? Почти. Но я верю в тебя. Я верю в твое мужество, Лин. Так. Сотка урона. Этот лук вы получили от Зельды перед боем с чудищем тьмы Ганоном. Если лук натягивает герой, в нем собирается свет, которым можно изгнать бедствие. Возможно. Возможно. Так, давай мы пойдем на перерывчик сейчас. Надо после... Между боями-то отдохнуть, чего же нет-то, да? Давай, 3 минутки, сейчас я подойду.
Так, ну что, поехали. Лук. Ставим вот этот. Не поставил? Теперь поставим. Что, мне просто достаточно в этого буйвола с лука стрелять, что ли? Будем надеяться. Ну да, ты еще и попади в него. А куда? Защищает Ганнона. Так. Атаки не причинят ему никакого вреда. Я подавлю его злобу, насколько смогу. Угу. Приготовься стрелять в его уязвимые места. Будем смотреть, где его места-то есть уязвимые. Я верю в тебя. Так а что ты будешь что-нибудь делать-то? Это твой шанс. Так, шанс, подожди, шанс. А! Ой, не знаю, попаду, не. Мои силы. Одна есть. Исходе. Зельда, терпи. Ну, одно я подбил точно. 2, 3. А сколько штук у него их? Да я думаю, с другой стороны тоже есть. Попал в него. Так. А ты еще не хочешь точки-то эти открыть? Может, очко ему надо долбануть? Там самое уязвимое место. Лук у меня бесконечный, слава богу. Целься в уязвимое место. Все, я пошел. Раз. Надо ближе. А нет, слушай, я ее вторую попал. Чисто по краешку задел. Все. Ну еще 2 осталось. Слабее. Еще 2 осталось. Других мест я пока не вижу. Ждем тогда что? В башку же нет? Нет, не вариант. Он ко мне жопой поворачивается. Эй, Лин, стреляй. все, я вижу. Я вижу, сейчас долбану. Готов. И последнее. Еще чуть-чуть. Да как где это место? Блин, я свалился с лошади. Где лошадь моя? Эй, лошадь-то где? Смотри, на голове Ганнона. У меня лошадь исчезла. Призываем. Это его самое уязвимое место. Линк, все в твоих Блять, я в одну сторону, лошадь в другую. Попал? Сомневаюсь. Ну давай ты ему в щелку-то стрельни. Воспользуйся атаками Ганнона. Что-то я стреляю и не это. Не получается воспользоваться атаками Ганнона. Ну, глаз я вижу. Хрен он попал, не попал. Давай, осталось-то чуть-чуть. Может, как-то на опережение надо стрелять. Ну, отстекать ты свою херню-то.
Взлети на ветре. Так, подожди, сейчас хорошо, мы взлетим. Надо что-то съесть. Без разницы, в принципе, что? Уже. Так, подкрепились. Лети на ветры! Линк, победи Ганнона! Да, не вопрос. Потом только мне подсказку дала, то, что надо на ветре взлетать. Да и все, короче. Это все. Зельда внутри сидела, как в красной шапочке. Вряд ли какие-то еще фазы будут. Вы не говорите, что он теперь еще и в дракона превратится, еще дракона его версии убивать. Исчез. Всё. Уничтожить Ганнона выполнено. Все это время я наблюдала за тобой. Как ты бросил вызов судьбе. Как бился. И я верила. Все эти годы верила. Что когда-нибудь ты сумеешь победить Ганнона. Спасибо, Линк. Не благодари. Герой Хайрула. Скажи, ты помнишь меня? Ты башкой-то кивни, чувак. И ушли в тень. Ну чё за хрень? Ну, хоть сказал, да, помню. Да, вот и все. В принципе-то. Короче говоря, Ганнон мертв. Зельду мы спасли. Не без помощи, конечно, вот этих боссов, то, что я проходил. Короче говоря, можно сразу, прямо в начале игры, идти на финального босса. Вот как только ты появился, первыми тряпками обзавелся, оружие можно набрать по дороге. Ну, только надо будет очень нужно быть проворным про это. В общем, тяжело очень будет, если прям сразу на финального босса пойти. Но это, видимо, для экспертов. Вот. Поэтому желательно проходить игру не торопясь, открывая все святилища, набирая себе жир. То есть, чем больше сердец, тем лучше. Ну, еще немного можно стамину подкачать, чтобы быстрее до этой башни добираться. Вот. По-честному, по дороге, прям как показано на карте, тут зайди, там посмотри. Ну, это много очень времени займет, и ты, в принципе, доберешься тогда до этого финального босса вообще без ничего.
без еды, без стрел там, и у тебя оружие будет по минимуму. Поэтому лучше прям набрать как можно больше количества стрел и этих оружия разного, пройдя почти все святилища, желательно все, конечно, все святилища пройти, и тогда он проходится. Плюс еще, естественно, пройти 4 боссов, которые у него снимут половину здоровья. Вот. Ну и плюс еще дадут тебе всякие разные способности, которыми единственное, ну, воскрешение пользуешься. Вот этот вот щит большой, который в конце у меня там снимал на его фазе, когда он был просто неуязвимым. Вот, этот щит у тебя сильно защищает, ну, помогает у него сбить защиту и тебе дает какую-то фору, чтобы ты нанес, короче, какое-то определенное количество урона. Вот. Так что боссов надо проходить этих 4. Но они не сложные. Единственное, что вот таких животных тяжеловато захватывать. Прям иногда нужно попариться, поумирать, чтобы понять, как его все-таки пройти. Для меня все-таки самым сложным животным показался верблюд. Вот это вот, то, что там внутри верблюда надо было крутить его по оси, там, туда-сюда, чтобы попасть. Долго не мог понять, что все-таки с ними сделать, но все-таки разобрался. Вот. Так игра, в принципе, в целом, подытожить, если она неплохая. Интересные механики и все такое. Не часто такие механики в играх встречаются. Взаимодействие с предметами тоже. Это не металлическое, допустим, это мы застанем, это заморозим, как бы, ну, прикольно. Вот. Святилищ много, и они тоже, в принципе, интересно все сделано. Если бы не было святилищ, то было бы гораздо скучнее в нее играть, потому что, ну, что ты будешь бегать, собирать всякую дичь по карте и бить одинаковых мобов. Не очень. Было бы скучно. Вот. И поэтому большинство, наверное, процентов на 60-70 игра держится вот именно интересом прохождения святилищ, нахождения их, решения каких-то загадок, головоломок. Боевка тут явно не на самом первом месте. Вот, тут скорее на первом месте от прохождения этих святилищ. Без святилищ у тебя будет очень мало здоровья, всего 3 сердца, ну, ты с ними, в принципе, ничего особо ты не сделаешь. Тебя просто тот же самый Ганон может ваншотить, если ты первый раз в игру играешь, там у тебя нету сноровки целиться хорошо. Вот. Так что, как-то так. Местами забавно, местами скучновато. Но в целом игра понравилась, она интересная, она всем советую пройти, если есть свободных 200 часов, в принципе. Она у меня заняла где-то 150 где-то часов, может быть даже чуть-чуть побольше. Там точно эмулятор, я же на эмуляторе ее проходил, эмулятор там совсем точно не обозначал. Сколько там, ну, я видел то, что некоторые там 10 часов он не заметил, так сказать, моего прохождения. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Ну, короче, больше сотни часов занимает проходка, это точно. Вот. Давай пропустим, посмотрим, что там. Может быть, еще что-то покажет. Ну, скорее всего, скажут, иди, дружище, исследуй дальше. Да, это все. Титры финальные прошли, и тебе ничего больше не показывают. Ладно. Как-то так. Эта игра закончилась. Тем не менее. Игра неплохая, всем советую. На этом будем заканчивать стрим. Всем удачи и пока. Спасибо за просмотр, лайки и комменты. Все знают. Все, удачи, пока.